Здравствуйте! Сегодня в Вестнике хорошего история преступления, где подозреваемый не смог скрыться с места происшествия, потому что слишком хорошо провел вечер. Далее в выпуске. Помидоры снова решили уничтожить человечество. В Поднебесной в небе зависло светящееся кольцо, рогатое ограбление банка, а еще ученые нашли древний бутерброд возрастом 100 миллионов лет. К новостям. Криминальную колонку сегодняшнего выпуска открывает пьяный енот. В городе Ашвин, штат Вирджиния, сотрудник магазина Virginia ABC пришел утром на работу и увидел картину, после которой хочется закрыть дверь и вернуться домой. На полу покоились разбитые бутылки горячительных напитков, в воздухе витал дивный аромат, ничем не похожий на запах полевых цветов, а где-то сверху провалилась потолочная плитка. Сцена в целом ничего экстраординарного, я бы сказал. Забрался какой-то доходяга, выпил несколько бутылок, с кем не бывает. Но человек тут был ни при чем. Главным подозреваемым оказался енот. Он пробрался в закрытый магазин через потолок, рухнул вниз, добрался до нижних полок, где стояли скотч и виски. Губа не дура, да, как говорится. И устроил себе дегустацию. Без кассы, паспорта и малейшего уважения к торговому залу, а также персоналу, которому с утра придется этот банкет убирать. После этого товарищ в маске дошел до туалета и отключился прямо на полу. Как мой знакомый Виталий Андреевич после корпоратива мебельной фабрики. На место приехала сотрудница службы защиты животных Саманта Мартин. Она забрала очень нетрезвого нарушителя в приют, где он несколько часов отсыпался под присмотром взрослых. О, как повезло мохнатому! А могли и вытрезвитель забрать. Травм у него, кстати, не нашли. Только похмелье и сбитые ориентиры в жизни. А когда енот протрезвел, его выпустили обратно в трезвую дикую природу. После енота, конечно, хотелось бы немного выдохнуть. Но рано. Теперь угроза пришла с грядки. В кино возвращаются мои любимые помидоры-убийцы. В американский прокат выходит новый фильм Attack of the Killer Tomatoes – Organic Intelligence. По-русски «Нападение помидоров-убийц. Органический разум». Это продолжение старой абсурдной киносерии, которая началась еще в 1978 году. Первый фильм был пародией на дешевые фильмы ужасов и научную фантастику. По сюжету старого фильма США охватывает странная напасть. Обычные помидоры начинают нападать на людей. Власти собирают особую группу, чтобы остановить овощную угрозу. В центре новой истории – опыт с генной инженерией. Молодой ученый создает особый овощ, который должен помочь человечеству. Как же поможет он? Но опыт выходит из-под контроля, и на свет появляется новое поколение помидоров-убийц. В общем, человечество снова проиграло салату. Светящееся кольцо на Ханчжоу. Над китайским городом Ханчжоу сняли светящееся белое кольцо, которое двигалось по ночному небу. Видео было сделано 10 мая 2026 года в провинции Чжэньцзян, на востоке Китая. На записи видно белое свечение в форме кольца. Оно движется по небу, а сама форма будто меняется. Кольцо то расширяется, то сжимается. Можем ли мы утверждать, что это было НЛО? Логически да. Неопознанный летающий объект. Все сходится. Можем ли мы сказать, что зеленым человечкам захотелось провести отпуск в Китае? На данный момент не можем. Но я могу, я верующий. Стоит отметить, у Ханчжоу уже есть место в истории о загадочных огнях в небе. В 2010 году город вспоминали из-за другого сообщения о неопознанном явлении рядом с аэропортом. Но нынешнее видео 2026 года не связано с тем случаем напрямую. Не спешите спускаться с небес на землю. Далее я вам расскажу о фестивале воздушных шаров «Небо России» в Рязанской области. А если вы вдруг отошли от экранов, немедленно вернитесь и не пропустите такую красоту. В Рязанской области завершился фестиваль воздухоплавания «Небо России». Это один из самых зрелищных летних праздников региона. Фестиваль проходил с 3 по 10 августа. Главная площадка работала рядом со Спасском Рязанским примерно в 60 километрах от Рязани. Это место находится на берегу Спасского затона реки Оки.
В этом году, по данным организаторов, ожидали 20 команд воздухоплавателей из разных регионов России. В программе были спортивные полеты, привязные подъемы и вечернее освещение шаров. Сам принцип полета воздушного шара появился еще в XVIII веке. Первыми его показали во Франции братья Монгольфье. В 1783 году они запустили шар, наполненный горячим воздухом. Для людей того времени это было, конечно, чудо чудесное. Огромная тканевая оболочка отрывалась от земли без крыльев, весел и двигателя. А через несколько месяцев на таком шаре впервые поднялись люди. С этого началась история воздухоплавания как настоящего полета человека. Небо России ведет историю с 1990 года. Организаторы называют его первым отечественным фестивалем воздухоплавания. С 2007 года он проходит в Рязани каждый август. В последние годы у фестиваля появилась постоянная площадка в Спасском районе. По данным официального сайта, за 3 дня работы ее посещают более 50 тысяч человек. Пока енот пьянствовал в магазине на халяву, его сожитель по лесу пришел грабить банк. В округе Саффолк, штат Нью-Йорк, у отделения Webster Bank сработала сигнализация. Для полиции Большого Яблока это обычный тревожный вызов. Расплюнуть, как говорится. Подумаешь, что тут такого? Грабитель забрался в банк, капусту ищет. И вообще, вы цены видели? Ситуация, конечно, криминальная, но понять человека тоже можно. По приезде, на первый взгляд, все понятно. Преступник на месте, отходные пути перекрыты. Сейчас будем брать. Но нарушитель оказался с рогами. Нет, не с игрушечными, с настоящими. В банк через окно влетел взрослый олень и застрял внутри. На видео с камер видно, как он мечется по помещению, прыгает через столы и пытается выбраться обратно тем же способом, которым зашел. Получается у него, мягко говоря, не очень. Вокруг звенела сигнализация, на полу лежало стекло, а полицейским пришлось вести себя очень спокойно, потому что подозреваемый был крупный, испуганный, да еще и с заряженными рабочими рогами. Но в конце концов оленя удалось загнать в офисный угол, накинуть веревку и вывести наружу через разбитое окно. Никто не пострадал. Банк потом прибрали и снова открыли, а олень скрылся с места происшествия без денег. Полицейские еще долго спорили, зачем животному понадобилось лавэ. Один настаивал, что олень проигрался на ставках, а второй пытался его переубедить, что во всем виновата ипотека в новом лесном районе Золотые Дубы. Что было на самом деле, нам выяснить не удалось. Следующая новость, возможно, не очень хорошая. По крайней мере, для всех ее участников. Но если среди вас есть палеонтологи, любители древних морских чудовищ или люди, которые в детстве слишком внимательно рассматривали энциклопедии про динозавров, то сейчас будет очень интересная новость. В Австралии внутри ихтиозавра нашли остатки птерозавра. А самого ихтиозавра, возможно, перед смертью атаковал еще более крупный морской хищник – плеозавр. Ихтиозавры были морскими пресмыкающимися. По форме они немного напоминали дельфинов, но к дельфинам отношения не имели. А птерозавры были летающими пресмыкающимися. Они жили в одно время с динозаврами, но отдельной ветвью, то есть динозаврами они не были. А плеозавры были крупными морскими хищниками с мощными челюстями. Окаменелость нашли в 2019 году в штате Квинсленд в Австралии. Ученые дали находке прозвище Боб. Это сокращенное от Bag of Bones, то есть мешок с костями. Сначала перед исследователями был просто спутанный набор костей, но после изучения лампочка все-таки зажглась. Это остатки ихтиозавра длиной около 6-7 метров. В области его тела нашли кости рыбы, головоногих животных и фрагмент челюсти птерозавра. Но история на этом не заканчивается. На костях самого ихтиозавра ученые увидели следы сильного повреждения, сломанные кости, отсутствующие ребра и признаки мощного укуса. По одной из версий, его мог атаковать плеозавр, возможно, кронозавр Квинслендикус, один из больших хищников Древнего моря, которое когда-то покрывало часть Австралии. Точную последовательность событий ученые не называют. Нельзя сказать наверняка, поймал ли ихтиозавр птерозавра живым, подобрал ли его с поверхности воды и был ли сам убит плеозавром. Но сама окаменелость сохранила редкую цепочку. Летающий ящер оказался внутри морского хищника, а этот хищник несет следы нападения еще более крупного зверя. Палеонтологи от такой находки, конечно, сложили ручки в краба и запрыгали от восторга. Ведь обычно кости рассказывают, как выглядело древнее животное. А здесь один образец показывает целую пищевую цепочку.
кто кого съел в море примерно 100 миллионов лет назад. Вот такие палеонтологические пироги. Вот и все добрые истории этой недели. Дурные вести не должны быть единственной летописью мира. Именно поэтому существует Вестник Хорошего, чтобы напоминать, у мира есть и другие страницы. И если нам с вами по пути, поддержите выпуск знаком одобрения, откликом и своим постоянным вниманием. Берегите себя, улыбайтесь чаще и будьте здоровы. До встречи!